камеру, поэтому буду снимать на телефон. Сегодня я пришла на такую блогерскую встречу, меня позвали ресторан Бонди, коллаборация с Холиком. Вот, и я мать, настоящая мать. Мой ребенок просыпается в 7 утра каждый день. Мой мозг еще отказывается работать в это время. Я вместо того, чтобы прийти к 11, пришла, внимание, к 10. И вот жду в кафе напротив, пока, так скажем, чтобы не самое первое прийти. Написала мне пиарщица, которая меня пригласила. К сожалению, не получилось позвать девочек тоже. Обычно я так делаю, если меня куда-то приглашают на какую-то пиар-встречу там, с каким-то брендом. Я обычно пишу, спрашиваю, можно ли там взять с собой подруг. Вот их аккаунты, они тоже блогеры, и они чаще всего их тоже знают уже. И говорят, да, давайте. В этот раз они написали, что, видимо, количество мест ограничено, и, к сожалению, позвать их не получится, поэтому я одна. Но я написала своей подружке Яне, и она тоже скоро будет. Поэтому я буду не одна. Главное на таких тусовках быть не одной, вот честно. Потому что все равно, когда есть с кем поболтать, когда есть кто тебя подснимет немножко, вечер или утро становится намного приятнее. Надеюсь, вам меня хорошо слышно, микрофон приятный. Тоже вам немножко подсниму, как вообще проходит такое мероприятие, что там будет, самое интересно, не знакома вообще с этим брендом, но я думаю, что они как-то презентуют себя, по крайней мере, я на это надеюсь. А пока что я вот так вот сижу, пью свое кофе, у меня такой прикольный лук с расстегнутой обувью. Еще, кстати, сегодня насыщенный день будет достаточно. Первый вот этот вот блогерский завтрак. Потом я работаю предпринимателем. Мы с мужем идем встречаться с нашей командой, управляющей нашего шоурума, бухгалтером, с СММ. В общем, все в сборе. Будем обсуждать стратегию там для продвижения. Немножко хотим сделать небольшой ребрендинг в студии. В общем, сделать несколько изменений, так скажем. И будем все это обсуждать с командой. Я обожаю просто встречаться с командой, потому что такой потом заряд энергии и у меня, как у руководителя, и как-то получается генерить вот эти вот идеи для развития бизнеса вместе, и команда начинает гореть этим процессом. Все-таки, когда немножко пускаешься на самотек, уезжаешь или просто уделяешь мало внимания команде вообще в целом, то немножко энтузиазм их подтухает, да, так скажем, поэтому нужно его зажигать. Так, я уже пришла. Это наш любимый ивентский ресторан Блонди. Здесь всегда проходят различные коллаборации с брендами косметическими. И вот сегодня это Холика. Вы можете знать это по вот этому продукту. Концентрат алоэ, успокаивающий для лица, для тела. У них еще есть косметика. И, кстати, при заказе десерта вот этот вот тинт будет идти в подарок. У них такая совместная коллаборация. И эта акция будет действовать целый месяц, так что думаю, что вы успеете до него добраться. И вот так это все выглядит. Девочки пока собираются, потихоньку накрываются столы. Ребята, тут приглашен профессиональный визажист, можно задать ей вопросики свои и так далее. Так, красилась я сегодня в машине, но вообще не видно. Очень даже прилично выглядит. Жду Яну. А то я, да, одинокая. Ян, почему он нам посоветовал эту шакшуку? Объясни, пожалуйста. Она остренькая. А почему одно яйцо так? И что, как тебе? Забрала свою камеру. Надеюсь, меня слышно, потому что очень громко. Но хотела показать, как примерно все проходит. Аня сидит в телефоне. Что-то выставляет уже. Так. Да, будешь на ютубе моем. Уже покушали. И вон там Яна снимает что-то, контент какой-то. Яна, теперь ты будешь в моем влоге тоже. Что делаешь? Снимаю сводчи для Телеграма, да, я так понимаю? Кстати, очень стесняюсь сниматься во влогах. Да? Ой, хочешь, я не буду тебя снимать. А мне кажется, наоборот, тебя так любят люди.
Я уже вам рассказала, как это все проходит, что тут будет делать. Мы любим блонди, тут обычно вкусно, красиво. И нас любят тут, потому что очень часто проходят такие блогерские встречи тут. О, ничего себе, как ты быстро. Она не разбилась. Есть опыт по разбиванию сердец. Блин, ну у тебя покрасивее. Очень красиво. Это что за каша? У меня нижняя разбилась, у меня тоже можно. Шоколадно, да? Ну что, моя блогерская работа закончилась. Конечно же, мне дали подарочек от бренда. Некоторые продукты я уже знаю, я думаю, что вы тоже. Сейчас покажу. Например, вот эти CC-крема все знают, и с алоей гель. Все знают их по этому бренду. Сейчас у меня начинается другая работа. Предприниматель, где я. И у нас будет собрание по нашей студии лазерной эпиляции и массажа. Надо записаться к себе на массаж курсом. Надо выделить на это время. Думала, это сделаю после Дубая, после приезда. На следующей неделе, наверное, буду ходить с перерывом день-два, потому что у меня потрясающий результат от нашего аппарата AirSlick. У меня уходило до минус 5 сантиметров талии, чтобы вы понимали. Это все вода, отеки, вот эта застойная жидкость. Так что имейте в виду, если хотите скинуть пару сантиметров, пару кг воды лишней, идите на массаж. И еще, кстати, мы сейчас это обсудим. Я хотела сделать для своих подписчиков в Ютубе классную акцию. Любая зона, это может быть бикини, классика, либо подмышки, бесплатно. Просто если вы запишетесь по ссылке, которую мы оставим здесь в описании, и скажете, что вы узнали об этой акции из моего YouTube канала. Вы можете прийти и сделать абсолютно любую зону из вот этих двух бесплатно и оценить эффективность нашего аппарата. У нас очень классный аппарат Magic One 4000 вольт, он очень мощный и безболезненный. Я уже пришла, будет собрание вот в таком ресторане большой. Сейчас тоже, может, что-нибудь подсниму, еще муж приедет. Вызову девочкам камеру. Настя говорит, это камера? Можно еще себя видеть. Ты видишь? Это очень прикольно. Очень прикольно. Я говорю, можно вас подснять немножечко? Всегда спрашиваю, кстати. Себя так, чтобы потом смотреть. Да, это прекрасно. Это очень удобно, она очень маленькая. Так, мы сегодня встречаемся. Я пригласила девочку вот в ресторан большой. Она хотела сюда попасть, проходила мимо, вот Настя говорила, и вот почему бы и нет, собственно, почему бы не пригласить девочку сюда? Так, Ханум. Она отвечает за мои финансы. Это Мария, моя подружка, и по совместительству ведет СММ агентство у нее есть, и она ведет нашу студию лазерной эпиляции, про которую я вам рассказывала сегодня. Это Несса, дорогая моя уважаемая. Она у нас управляющая наших проектов студии и шоурума. Всем привет, мама, я в телевизоре. Отправь ей потом свой этот влог. Нам сегодня принесли вот такой вот комплимент, хлебушек и суп. Суп грибной. Так, тут уже тема про выплаты пошла, про вычеты. Беременные выплаты. Я, честно говоря, мало что получила по выплатам. Ты зарабатываешь? Я зарабатываю нормально. Мне очень понравился. Что мы пьем? Сегодня у нас, девочки, грибной суп. Прикольно. У меня, кстати, мой контент-менеджер по Ютубу. Спроси, говорит, у своих сотрудников, какой ты руководитель. Я говорю, мне кажется, им даже нечего будет сказать, потому что они сами знают свою работу. И, ну, вот сейчас, мне кажется, я больше включена. Возможно, потому что я год была беременна, 9 месяцев, это очень долго на самом деле. Это как будто, мне кажется, что я себя уже не помню до беременности. Наверное, такая же. Да дело не в том, что я вернулась. Я не помню уже свою жизнь в беременности. И себя. Какой Татьяна руководитель? Пожалуйста, есть что-нибудь сказать? Я не знаю. Я уже давно не видела тебя буквально. Я забыла. Да, ну ты была отлична своей беременностью, прекрасно. Хорошо, я вас ругала когда-нибудь? Меня нет. Ну, тебя-то понятно. А тебя ругала? Руководитель, который дает самовольничать. И никогда ничего не спрашивает. Нет, я спрашиваю, потому что интересно, но у меня нет такой привычки прям ругать кого-то. Все, с кем я работаю, достаточно ответственные ребята, вы. И знаете хорошо свою работу, свои обязанности. У меня есть такой момент, что
ну, как бы все делаешь сама, ну, как бы не отчитываешься тебе, потому что и так выполняешь работу. И когда ты что-то спрашиваешь, я думаю, блин, может, я где-то накосячила, почему? Чего нас спрашивает? У меня тоже было это ощущение. Какие? Ну, ты когда что-то пишешь, ты такая думаешь, а что не так, типа? Вроде все нормально было. Вот мне когда Вася такой напишет, или ты напишешь, я думаю, блин, может, я что-то где-то не так сделала, почему они там написали, может, я где-то накосячила. Вроде Реально нормально вот такой всё вот было. страх есть. Это, например, что? Например, что? Ну вот он по студии может мне написать, типа, почему, например, второй мастер завтра там не открыта запись. И я такая, типа, блин, может, я типа реально жестко накосячила, смотрю, вроде там есть пару окошек, типа, думаю, ладно, Все нормально. Типа, вот такой, знаешь, начинаешь себя накручивать, может, я реально что-то не так делаю. И вот такой один в одной руке ребенок, а в Да. Короче, знаете, он мне эти вопросы задает по студии. Короче, в нашей студии занимается почти полностью мой муж. Я хожу туда реально на массаж, на процедурки. И его это не устраивает. Да, он мне говорит, тебе надо записаться на массаж. Я говорю, хорошо. И, в общем, когда какие-то такие моменты, связанные с... Почему он мне задает вопросы, на которые я не знаю ответ. Я говорю, ну спроси у Несс. Я не знаю, ну спроси у нее. И вот он тебе сначала он меня спрашивает каждый вопрос, чтобы ты понимала. Я говорю, я не знаю. И он говорит, ну ладно, я напишу. Сначала он мне говорил, Нессе спроси, потом говорит, нет, ладно, я напишу сам. Поэтому выбирайте себе команду правильно, чтобы потом голова не болела. Вот, и чтобы приятно было пообщаться. Мы чуть-чуть мигаем. Ребят, я уже дома, ничего не снимала, потому что работала в телефоне, когда ехала. И сейчас я пришла домой, теперь работаю мамой, уложила спать. Немножко поспали, теперь будем купаться. Обычно мы, кстати, всегда купаем его вместе. Я еще, наверное, пару раз его купала одна, и то прям когда безвыходная ситуация была. Да, мамулин, что так смотришь? Что смотришь? Привет, Кзи, всем привет. Скучали по тебе. Ой, Алёся водичка. Алёся водичка, да. Ой. Папа плохой, что нальет. Нет, не нальет. Не будет наливать. Да, Марин? Ой, хорошая вода. Алёся, люблю купаться, люблю. Будете у меня во влоге. Я хотела позвонить маме, но мама меня проигнорила. Я не могу с этого ребенка сладкого. Оля умирает по нему просто. Она просит его фотографии 50 раз в день. Родные, всем добрый день. Это новый день, и я уже успела сфоткать Эмира с тортиком, потому что мы делали видео на 3 месяца его. Подать документы на визу. У меня, кстати, итальянская виза, кому интересно, у меня всегда была итальянская. Первая моя поездка за границу случилась, когда мне, работая бухгалтером, выдали первую в жизни 13-ю зарплату, и она равнялась, прикиньте, моей обычной зарплате, то есть там 45 тысяч. Вот, и я думала, что же мне делать с этим счастьем, что купить? И я организовала нам с мужем на Новый год поездку. У него была виза, у меня нет. Тогда еще это было до коронавируса. Поэтому я решила, что подарком на Новый год будет нам поездка в Италию. Очень захотела в Италию. Посмотрела там туры на 3 дня. Я помню, они стоили то ли 35 тысяч, то ли что-то около того. Проживание и перелет. 3 или 4 тысячи рублей я заплатила за то, чтобы мне собрали все мои документы и сделали визу. То есть это агентство все делало. Ко мне только приехал курьер, забрал паспорт и также его вернул. И как же это все было просто раньше и дешево, вспоминаю. И мне удалось всего лишь 1 раз поехать за границу, когда, до всех этих сложностей, потому что денег у меня не было до этого на все это мероприятие. Вот, но я помню, что наша, конечно, первая поездка была просто незабываемой, фантастической. У меня была гордость за себя, что я это сделала. Мой муж был в шоке, что когда я ему отправила билеты в Италию, он вообще не ожидал этого от меня. А я настолько полюбила путешествия, что вот решила вот таким образом порадовать нас обоих. Считаю, что лучший подарок тот, которым мы можем пользоваться вместе, короче. Ой, курьер, кажется, пришел. Секундочку. Кстати, мне дали на первую нашу поездку, вот эту самую, на 3 дня вот визу и дали. Мы поехали в январе, 25 января, а коронавирус был 1 марта. Всех закрыли на 1 марта. Прошел год, и, получается, Италия объявила о том, что она дает визы как бы
тех, у кого закончилось в 2021 году, кажется, типа, они возобновляют визы. Я подалась, и мне дали на целый год, представляете? И мы потом 2 раза съездили в Париж по ней. Последний раз мне давали там тоже на дату поездки, и у нас не получилось в эти даты поехать, что сможем с мамой. Поэтому подаюсь снова, рассчитываю, что дадут хотя бы на полгодика, потому что хочется поехать в мае и потом еще летом. В Италию очень хочу и в Испанию. Буду держать вас в курсе. Хотите, маме? Да. Ой-ой-ой. Какой плякса. Нет, ты не такой. Нет, я не бросаю тебя. Мы просто поменялись, ты попутчик, ты же любишь. Все равно. Ой-ой-ой. Не любит, когда его кладут. Он обожает мыть попку. Это его любимое. Давай, любимая твоя? Да. Ну такой червяк-бомба. Такой червяк, да? Ага. Съесть эту руку. Съесть эту ручку. Знаете, он больше никогда не будет таким маленьким. Тима весь легенький. Поэтому я его снимаю, чтобы присматривать и запомнить его вот таким крошкой. Вот таким. Стискайся себе. Будешь на себя смотреть. Мама будет тебя показывать себе. Вот так буду с язык показывать, да? Я считаю, очень даже милое послание себе в будущее. Когда не так. Уже подписал. Я не знаю. Показать, что заказываю в Яндекс.Лавке. Вот это мой любимый салат с тунцом и перцами. Очень вкусный. Прям люблю его. Постоянно заказываю. Вот это вот, честно говоря, взяла только что попробовать. Боул с курицей. Потом во Вкусвилл очень люблю вот эти биточки куриные с пюре. Здесь очень вкусное пюре именно во Вкусвилл. И вот пасту с семгой муж любит. Вот такую. Конечно же, хурма. Сезон начался. Пока он не закончится, буду заказывать постоянно. И мужу варю курзашки. Мне наготовили сестры мужа, когда у меня были дома. Фарш прям заморочились, вернее, и сделали. И еще, кстати, вот люблю очень сильно сэндвич, вот такой ролл с тунцом и яйцом. Горбушей, извините, тунцом и яйцом отменяется. Только вот с горбушей. Хороший. Мы затронули тему нашей работы. Надо рассказать вам о нашем новом проекте, который придумал Джон. Мы будем продавать товары для дома. Мы будем это делать и через аккаунт, и через Wildberries. У нас там будут товары для дома, и я вам сейчас покажу логотип, который нам отправил дизайнер. Посмотрите, какая красота! Просто я хочу вот такой скотч. Мы будем продавать посуду, текстиль для дома. Товары для дома. Да. Джон нашел классные корзинки. Мы их уже заказали, они совсем скоро будут доступны. Я оставлю ссылку для тех, кто хочет посмотреть, что именно мы будем продавать. Заходите, будем вам рады. У нас очень хороший вкус на вещи, если что. Очень красивые тарелки, кружки. А тарелки, кстати, пришли? Да. Ой, тарелки пришли классно. Я просто планировала вам рассказывать то, чем мы занимаемся в этом влоге. Поэтому рассказываю вам и о нашем новом проекте. Я просто балдею. Я уже хочу упаковывать каждую деталь вот этим вот скотчем потрясающим. Вот, надо еще найти, где его печатать. Ладно, но мы найдем. И хотим развивать эту тему, потому что нам очень нравятся всякие эстетичные штучки для дома и так далее. Планируем их раскручивать не только, вернее, продавать не только через мою рекламу, но и посредством других блогеров, которые специализируются на распаковке в Wildberries. Потому что часто у таких блогеров прям хорошо залетает контент. И знаете, вот с одного залетевшего ролика можно продать, я не знаю, наверное, весь товар, который есть в ассортименте даже. То есть и если...
Да, смотря сколько у тебя товара, смотря какой товар, актуален ли он сейчас. У нас не сезонный товар, да, он актуален как бы и летом, и зимой, и весной, и осенью. Осенью вообще актуально, чтобы там всякие штучки делать, чай, подоконник, все дела. Так что вот так вот. Вопрос о том, там, чем занимается мой муж, чем занимаюсь я. Некоторые говорят, чем занимается Джон. Ну вот, сейчас в Wildberries, и у него есть еще точка в торговом центре. С другой работы он уволился. Я наконец-таки, не знаю, я помогла тебе в этом? Ну, я накапывала тебе. Да. И говорю, ну давай, мы будем вот так жить, вот так туда-сюда ходить, то все делать. В общем, я Всё, очень ты не хотела. поняла? Да, пока что я не поняла. Ты просто болеешь, мы никуда не ходим. А мы поедем завтра куда-нибудь? Да, короче. А кафешку хочешь с миром быть? Да. А? Прекрасно. А я уже хочу снять лучок с миром. Я уже придумала какой. Сейчас буду оформлять страницу. Вот. И мы уже сегодня увидели наши первые ролики, которые тут будут. Тоже оставим ссылку в описании на страницу. Тоже переходите, подписывайтесь, будем рады. Все почти в свою спортивную обувь я беру Багабар. Вот, например, новенькие кроссовочки. Вот такие нереалочки. Какие они красивые в жизни, еще красивее тоже заказала у них. И сейчас, так как я меняю всю свою обувь, после родов у меня нога увеличилась, заказала еще изики для зала. Потому что они для меня очень удобные и мягкие. И красивые нереально. На моей ноге они смотрятся идеально. Какой ставить, Джон, размер? По-твоему, у меня 40-й? Ну да, уже. Ой, щарк. Алсуша, привет. Ты будешь у меня во влоге. Какая классная камера. Да, будешь на ютубе. Девчонки, добрый день. Продолжаем этот влог. И сегодня я приехала в мой шоурум, где собраны огромное количество брендов разных, начиная от обуви, базовой одежды, одежды на праздничные мероприятия, аксессуары, украшения, все, в общем, здесь есть. И вот так он выглядит. Когда я сюда прихожу, вроде бы по работе, я всегда ухожу с чем-то, всегда нахожу себе что-то интересное, поэтому по-любому здесь будете тратить деньги. Вот сегодня я нашла вот такое обалденное платье, но, к сожалению, оно мне мало. Я ссылку на аккаунт нашего шоурума, там ассортимент будет весь в сторис, оставлю под этим видео, переходите, подписывайтесь. У нас бывают очень крутые вещи по хорошим ценам. Кстати, сегодня у нас только клиентский день, он будет до включительно 14 февраля. Скидки. Вот. Так что мы часто делаем на какие-то мероприятия, наши клиенты очень любят и радуем их. Еще история про этот костюм. Он мне очень понравился, безумно классный, твидовый. Очень крутое качество. Видимо, наш какой-то бренд. И плюс цена у него всего, вот, пожалуйста, 7500. И, внимание, базовая история про юбку. Я в нее не влезаю, она мне очень классно смотрелась бы на моих ногах, просто потрясающе, если бы я в нее влезла.
я в нее не влазю, но я беру этот себе костюм, потому что, во-первых, мне нравится жакет, я могу его носить отдельно. Второй момент, я очень хочу его носить и костюмом на весну, и я беру его себе, хоть и не влазю в него, как мотивацию для того, чтобы похудеть, не сдаваться и влезть все-таки в этот очень красивый белый костюмчик. Не знаю, кто так делает, покупает вещи, если в них не ладит как мотивацию, но я делаю. У нас тут всегда представлена классная косметика, то, чего там вы не можете найти там в Золотом Яблоке, в Эрозе. Нравится мне очень их румяна. Возможно, возьму себе вот в этом оттенке, хотя у меня много румян, я не знаю. Но люблю я их, что поделать. Вот такого красивого оттенка. Я, кстати, давно хотела себе вот Султан Насаба, вот этот дезодорант. Тоже, наверное, возьму его, потому что мне его Соника хвалила. И еще мне понравилось колье. Посум, не идет туда колье? Идет? Вот здесь такая была красная. А чего у меня не было? Наверное, в общем, знаете, что один из тоже классных проектов в Москве, где собраны несколько дизайнеров в одном месте, где можно найти украшения, такие вот украшения, косметику, платья, очень классные. Но меня не наладится, к сожалению. Приду попозже сюда, через месяц. Вчера у меня была тренировка, все болит, ничего не помогает. Очень классные сережки, тоже мне надо, искала такие. Да, я тут не зарабатываю, а трачу. Что вы мне делаете? У меня есть привычка, я фотографирую только завтраки, а другие приемы пищи нет. Я решила вам показать их. И вот заказала себе в кофемании рис жареный с морепродуктами. Очень люблю раф. Цветочки мне сегодня утром подарили. Кофемания для меня такая очень комфортная еда, но говорят, что здесь добавляют всякие усилители вкуса. А как ходит блогер, который купил кучу всего? Вот так. Я еще умудряюсь что-то снимать и выкладывать. Я общаюсь по телефону. Сейчас иду на педикюр. Буду устанавливать титановую нить. Мне посоветовал мой мастер, потому что у меня вырастают ужасные ногти, и это очень больно. Поняла, что болят пальцы, потому что вся обувь мала. Поэтому я в срочном порядке меняю почти всю свою обувь, потому что она мне давит, жмет. Нога после родов увеличилась где-то на пол размера, поэтому это критично в моем случае, когда ногти вырастают. Очень больно. Ощущение, как будто у тебя кто-то ходит по пальцам. Так люблю этот район. Посмотрите, как красиво здесь. Красивый домик такой, симпатичненький. Ой. И я вот так вот иду с цветочками. Вот такие вот дела, ребят. Вроде бы эту титановую нить устанавливать недолго, но полгодика буду ходить без покрытия, чтобы ноготок выровнялся. Пока иду, хотела вам рассказать одну очень странную историю, как я зашла в кафе. Вот здесь вот оно рядом находится. И что у нас была такая тупая ситуация. Я хотела очень сильно завтракать, я была беременна, была голодная. И зашла, думаю, наверное, вкусно здесь будет. В общем, заказала себе из кабачков оладьи, и с рыбой. Боже, они так ужасно выглядели. На вид они были какие-то подгорелые, они были из теста, как будто просто они там с добавлением цукини или кабачка. Просто это выглядело блюдо ужасно. А когда мне его принесли, я так смотрю на него, по моему лицу уже было понятно, что что-то не так. Там была то ли владелица заведения, то ли управляющая. И она по моему лицу уже поняла, что как бы что-то не так. Она пришла, я откусила, буквально кусочек, поняла, что мне не нравится. Просто я ни слова не сказала, отставила это в сторону. Нет, я сфоткала, отправила Джону пожаловаться. И она это увидела, пришла, говорит: здравствуйте, давайте я вам заменю. Что-то просто без лишних. Она говорит: вам не понравилось? Я говорю: нет. Она говорит:
Я вот из тех людей, которые боятся что-то сказать, чтобы не обидеть лишний раз. Я говорю, ну честно, нет, говорю. Она говорит, да, я все понимаю, я все заменю. Это все унесла, короче. Она унесла, я сказала, да, я не буду уже, типа, не надо менять, не буду. Потому что подумала, что лучше они не приготовят. Да и ждать я уже не могла. И все. Из чека они его не убрали. И потом, когда я оплачивала, мне было не очень приятно. Получается, она его забрала, извинилась передо мной, поняла, что они там что-то накосячили, что это блюдо выглядело непрезентабельно. Поняла, что это их косяк. И они даже из блюда из чека не убрали. Было неприятно. Вот я это запомнила. И теперь вам рассказываю. Для того, чтобы... В маркетинге и в бизнесе сейчас очень люди придирчивы к тому, что вы продаете. И если что-то не соответствует, условно говоря, каким-то стандартным либо критериям определенным, да, они это запоминают и рассказывают потом 50-10 друзьям. Я всегда это учитываю в своих вообще проектах, в своей рекламе, которую делаю. Поэтому стараюсь делать так, чтобы человек ушел довольный. И если мы где-то косячим, стараюсь так делать, чтобы человек, не знаю, загладить какую-то свою вину, в общем. Возможно, у вас тоже были подобные ситуации. Если были, напишите в комментариях, будет интересно прочитать. Не знаю, когда я прихожу домой, каждый раз у меня первое — это куча вот посылок, коробок. Второе — это вот два моих любименьких. Кусают. Кто кусает? Тюки. Мяу, скажи. У меня, кстати, новая зубная щетка. Ruby. Мне посоветовал ее стоматолог. Вот такая 8 серия, кажется, есть еще 9. Лучшее в этом дне — это когда ты приходишь домой. И твой муж делает распаковку твоей зубной щетки. Хорошенький кейс. Такой он беленький у нас. Миляш. Что, мы будем вспоминать, как его купали? Или пересматривать влоги на ютубе и думать, какой же он маленький и язёк был. Мы милые? Да. Ну, эти милые. Очень быстро растет наш ребенок, даже недавно родился, уже кулаки есть свои. Зубы скоро полезут, скоро будет сам суп есть. Тортик, а никто не видит? Всем добрый день! Сегодня у нас 13 февраля. А мы едем смотреть нашу квартиру. Нам еще не дают ключи, но обещают как бы в этом году, скоро. Но при этом мы можем ее сейчас уже поехать и посмотреть, что мы, собственно, и сделаем. Забронировали, нашему менеджеру сказали, и там как-то согласовали, короче. Мальчики готовы. Утики-мальчики поутись. Вот такая мама получилась. Я вам не буду показывать наш дом, как мы собираемся, потому что тут хаос чуть-чуть. Няня наша заболела, поэтому мы едем с Мирчиком, не стали уже отменять, да, потому что не терпится посмотреть. Вот. Ну ладно, покажу, у нас вот бардак. Сборы. Мамская сумка для подгузников. Вот так выглядит. Тут обязательно должна быть такая любимая игрушечка. Сменная одежда, пеленка, подгузники. Камера. Вот такой вот у нас термос с водичкой. Бутылочка, смесь, контейнер для смеси, салфетки. Не хочу брать дополнительную сумку для него, для меня, поэтому вот в одну поместила. Мне, оказывается, не так много надо носить с собой, поэтому чисто зеркало, помада и все. Котик мой родной. Котик вот так каждый день вот так сидит, смотрит, ложится в кровать, думает, что все для него, весь мир для него. Какой ты? Нет? Хотела бы я снять, как мы спокойно собираем ребенка на улицу, но нет.
Хочешь, да? Хочешь? Это Марьям, наш риэлтор, и у нее 2 девочки. Вот нужен мальчик. Ну, подержишь его, сейчас проснется. Ой, ты плеснешься, маме? Ты плеснешься? Нет, я еще сплю, мам. Так, это Азиза, ученица академии моей. Работает с Марьям, контент-мейкером. Давно ты с ней работаешь? Ну, пару месяцев, да, было? С октября? Ну да, я помню. Вот. Да? Ты свое откроешь? Да, мы с Лейлой открываем. Блин, классно, я очень рада. Вот наш ЖК. Сейчас там что-то у нас какой-то технический сбой. Показывала в одном из влогов про нашу квартиру, наш дом, и мы вот снова здесь. Смотрю себя в зеркале. Такой у меня лук. Мой такой мазер. Честно говоря, предвкушение. Очень интересно. Очень. Очень ждали этого. Обожаю. Мария такая смешная. Мне не привыкать. На стройки ходить, да? Ну что, мы готовы. Что никак не наденешь? Как? Голова большая, маленькая. Тут, слушай, мы уже подъехали, нам сразу ремонт. И, кстати, хочу обратить внимание, что это в индивидуальном порядке. Никому не показывают квартиры, потому что ключи будут только через полгода. Да. Вот, Марьям нас договорилась с нами. Да. Обожаю. Мне уже нравится этот вид вот на те дома. Вот это чуть все будет сноситься вообще. Вот это? Да. Ну да, ну неизвестно когда. Да, Люди уже делают ремонт в себе. А? Люди уже делают Да, себе. конечно. Ой, как интересно. Первый раз заходим. Когда-нибудь я тоже здесь куплю себе квартиру. Ну, в этот раз не успела, да? По соседству, а в этот раз не успела. Интересно, сколько она будет стоить лет через 5? Не знаю, боюсь представить. Через 5 лет сколько будет стоить квартира, как думаешь? Мы ее купили на 10 миллионов меньше, чем она сейчас стоит. А мы ее купили ой, в апреле, да? апреле, Ну, еще год месяц, назад, да. год прошел уже. Нет, еще не прошло года. Очень потому что- быстро. Я согласна, очень быстро. Еще такая стройка-мойка, да? Ой. Мы будем вон там где-то жить, в облаках. Прикольно, Когда прикольно. будет лифт ломаться, вы прям не вспоминайте Юрку, ладно? Мария, вот тогда мы тебя будем вспоминать. Ой, сладко-сладко. Мне нравится такое. Уже не трогаем. Ничего не трогаем. Да? Это же эксклюзив. Никто такое не снимал. Я вспомнил, мы с Раухом как раз вот в день сделки смотрели. Да. А, он вид смотрел, да. Ой. Ага, извините. Здрасте. Можно заезжать. Что кажется? Мне кажется, маленькой. Всегда, да. Самое главное. Офигеть, какой классный вид. Что там? Главное, что у вас ничего не будет впереди загораживать. Да. Это очень важный момент. А вот это из спальни, да, типа будет? Ой, ой. Алло. Кричала эти квартира. Ага. Джон, что скажете? Хочется здесь жить? Заезжаем? Слушайте, ну вот казалось, что прям маленькое окно, а оно достаточно большое, да? Мы думали, что прям маленькое, но хорошее. Хорошее. Очень нравится, когда заезжаем. Тройной стеклопакет, вакуумка. Осталось только ремонт сделать. Антиблик. Разговаривали тут насчет квартиры, и вам тоже чуть записать вообще, что мы думаем насчет инвестиций, что мы будем делать с этими нашими 2 квартирами. У нас, скажу сразу, мнение поменялось. Вообще с нынешней ситуацией, так как ставки выросли, так как цены на недвижимость выросли, мы думали сначала, что вот вторую, может, мы продадим, либо будем сдавать. Ну, точно не знали еще. Но сейчас нам советует и риэлтор, и, наверное, мы так думаем, да, что продавать ее вообще невыгодно, потому что таких ставок по ипотеке, да, сейчас нет.
так и не будет, скорее всего, уже, да, потому Скорее что... всего, да. Потому что ставки не уменьшаются. Нам выгоднее будет ее сдавать, все-таки она и в цене поднимется, и, наверное, оставим Будет ее. на себя пока окупать. Что скажешь насчет нашей квартиры в Левеле? Как тебе? Я, честно говоря, что? думала, что оно будет чуть-чуть получше. Она просто так расписывает, что типа застройщик такой Что, сам прекрасный. дом или квартира? Да, сам дом. Сам дом. Да, я думал тоже, типа, классом выше Выше. будет, потому что мы заехали сюда, и она примерно такого же класса. Премиум, Да. да, это или бизнес-класс? Вообще это считается комфорт даже, вот где мы сейчас живем. Да, то не комфорт, но при этом по внешнему виду и там по На самом деле характеристикам. там есть и минусы, и плюсы какие-то. Ну, плюсы, наверное, локация здесь. Там, я имею в Да. виду, там локация. Да. А по ЖК мы посмотрели, лифты даже здесь больше. Плюс-минус, где-то здесь даже колясочная есть, там ее Да. нет. И двор как будто не нравится еще. Не нравится? Ну да. Ну, там пока ремонт, и это зима еще, пока непонятно. Тотик. Двор. Целый торговый центр как будто бы был на Короче, первом надо этаже. смотреть, когда уже все достроится. Да, но пока что я как будто зашла, было так волнительно. Но на проекте было, честно говоря, мне кажется, получше. Конечно, он не такой большой, как в сердце столицы. У нас вид на сердце столицы. И еще нам обещали вид на реку, вид на реку. По факту у нас там реку видно, если вот так заглянуть. Вот так будем смотреть на Да, реку. я думал, больше будет. чем. А вот факт в том, что вот, когда вы берете так первичку, вот вам говорят, у вас там вид на реку. Как ты это проверишь? Никак. Вот только вот так, когда приходишь уже, а там вид на реку вот так вот, если смотреть. Да, река, на которую мы не будем смотреть, да? Вид на реку, которую мы не будем Мы видеть. мы так один раз заглянем. А, река там, да. И если что, там через 10 Давай. лет. Тогда. Хорошо тогда. Этот болтун тоже не сдается, а тут лежит у нас. Что сказали? Оказалось, что мы не вовремя взяли нашу квартиру. Да. Типа дорого уже, квартиры улетели. На самом деле, с каждым годом. Квартиры только дорожают. И вот у нас знакомые там взяли 2 квартиры, то есть настолько им понравился ЖК. Они взяли одну после нас, ну, по нашей рекомендации, а вторую они взяли вот прям в этом месяце. Они взяли прям в нашем подъезде. Точно такая же почти квартира, как у нас. Она стоила на 10 миллионов больше, чем наша. Представляете? Ну, то есть за год как выросла в цене. Это очень классно, это мне нравится. Будем ждать ключи, во всяком случае. Может быть, что-то изменится пока что. Всем спасибо, что посмотрели этот влог. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, нравится ли вам такой формат влоговый. Домашний. Такой вайб чисто. Нравится ли вам такой формат, или вам нужны какие-то определенные видео на какую-то тематику? Если есть, дай знать, где ты находишься, мы снимем обязательно. Всем спасибо, всем пока!